Давайте свяжем интерьерную корзину с необычным узором крючком. Поверить не могу, что я сама связала такую красоту, а нужно-то было всего полиэфирный шнур, крючок, донышко и немного времени. Ну, давайте обо всем по порядку. Меня зовут Наташа, и я начинаю. Кстати, схема узора будет в конце видео. Вязать корзинку я буду из полиэфирного шнура толщиной 5 мм, без сердечника, крючком 5,5 и крючком поменьше 4,5. Размер донышка 15 сантиметров. Соединение я буду выполнять с помощью длинного хвостика, который будет равен 5 окружностям донышка плюс 3 высоты планируемой корзины. Отмеряю один раз по кругу и еще 4 таких же отрезка. И плюс высота корзинки 3 раза. Когда длина хвостика готова, начинаю обвязывать донышко. Беру крючок 5,5 и ввожу его в самое красивое отверстие и вытягиваю петлю. Провязываю ее рабочей нитью, хвостик пока в стороне. Ввожу крючок во второе отверстие и провязываю столбик без накида в количестве 2 штуки. В третье отверстие провязываю 1 столбик без накида. В четвертое 2 столбика без накида и так до конца ряда. В последнее отверстие вяжу 2 столбика без накида. И вытягиваю петлю подлиннее. Теперь беру хвостик, и им я буду закрывать отверстие соединительными столбиками. Ввожу крючок во второе отверстие и вытягиваю петлю. Ввожу крючок в третье отверстие, вытягиваю петлю и сразу протягиваю ее через петлю на крючке. Заканчиваю ряд в первом отверстии. Вытягиваю хвостик. Теперь выполню соединение. Возьму крючок поменьше и веду его под косичку. Протяну под ней хвостик. Теперь ввожу крючок на себя в отверстие и последнюю петлю и протяну шнур. Распущу не до конца столбик без накида и провяжу его ниткой хвостика. Петельку можно подтянуть рабочей нитью. Теперь вытягиваю хвостик и буду выполнять бесшовное соединение первого и последнего столбика. Ввожу крючок на себя под основание первого столбика, под косичку и протяну под ней нитку. С обратной стороны ввожу крючок за поперечную петлю и заднюю полупетлю. И вытягиваю ниточку. Идеальное соединение готово, идеальнее я просто не встречала. Хвостик пока отложу в сторону, продолжу вязание рабочей нитью. Начальную петлю я буду вязать из той же петли, где торчит ниточка хвостика. Ввожу крючок в заднюю полупетлю и поперечную петлю. Вытягиваю петлю и провязываю одну воздушную петлю. Отмечу ее маркером.
Далее продолжу вязание первого ряда столбиком без накида за эти же 2 петли, поперечную и заднюю полупетлю. Проще этот ряд вязать крючком на размер поменьше, а именно 4,5. Вяжу до конца ряда. Последний столбик без накида провязываю не до конца. Беру ниточку хвостика и довязываю столбик без накида. Теперь буду соединять первый и последний столбик. Для этого вытяну петлю и сниму маркер. Крючок под косичку первого столбика, вытягиваю нить, крючок за поперечную петлю и полупетлю последнего столбика. Вытягиваю хвостик и соединение готово. Хвостик в сторону. Буду вязать сам узор рабочей нитью. Меняю крючок на номер 5,5. Ввожу крючок в основание последнего столбика, где находится рабочая ниточка, как раз перед хвостиком. И вытягиваю петлю чуть длиннее. Делаю накид на крючок, ввожу крючок в то же самое основание. И вытягиваю петлю. На крючке 3 петли. Теперь отсчитываю 2 столбика и в третий, в его основание, ввожу крючок, вытягиваю нить, делаю накид на крючок и ввожу его в то же основание. На крючке теперь у меня 6 петель, провяжу их вместе. Между пышными столбиками осталось 2 петли. В них нужно вязать 2 столбика с накидом. Делаю накид на крючок. Ввожу крючок за пышными столбиками в основание второй петли. Сзади нужно ввести его еще под вот эту длинную нить, которая осталась при вязании пышных столбиков. Вытягиваю петлю и провязываю столбик с накидом. В третью петлю также провязываю столбик с накидом. Первый узор готов. Далее ввожу крючок в то же основание, что и последняя петля предыдущего узора. Вытягиваю нить, делаю накид на крючок и ввожу его второй раз в это же основание. Вытягиваю петлю. Отсчитываю 2 петли и в третье основание ввожу крючок. Вытягиваю петлю. Накид, ввожу крючок в то же основание и вытягиваю нить. На крючке теперь 7 петель. Провязываю их вместе. Теперь вяжу столбики без накида.
в 2 петли между пышными столбиками, точно так же, как это делала я в предыдущем узоре. Теперь второй узор готов. Продолжаю вязание до конца ряда. Заканчиваю ряд. Первый раз ввожу крючок в то же основание, что и последняя петля предыдущего ряда. Вытягиваю петли, а второй пышный столбик вяжу с первой петли узора в этом ряду. Чтобы выполнить соединение, второй столбик с накидом я провяжу не до конца и сменю рабочую нить на нитку хвостика. Вытягиваю нить и выполню соединение. Крючок я буду вводить в основание пышных столбиков, вытяну хвостик, и введу за полупетлю и поперечную петлю крючок. Закончу соединение. Ряд узора готов. Теперь меняю нить на рабочую. Введу крючок в основание пышных столбиков, которые расположены перед рабочей нитью, и вытяну петлю. Делаю накид и ввожу крючок в то же основание, вытяну нить. Ввожу крючок в основание пышных столбиков и вытягиваю нить. Делаю накид, ввожу в это же основание, вытягиваю нить, провязываю все петли на крючке. Теперь определюсь, куда вязать столбики с накидом. Я обозначила на схеме эти петли. Дальше вязание ничем не будет отличаться от предыдущих узоров. Узор уже начал вырисовываться, продолжаю вязание до конца ряда.
Покажу еще раз, как заканчивать ряд. Ниточка хвостика далековато оказалась, нужно ее протянуть под ниточками узора предыдущего ряда. Следующий ряд вяжу также из основания пышных столбиков. Вяжу столько рядов, сколько необходимо для желаемой высоты корзинки. У меня это 5 рядов. Я провязала одну воздушную петлю, ставила маркер, вязать буду во вторую петлю от крючка, пропустив вот эту вот маленькую галочку. А третью я буду провязывать в основание пышных столбиков. То есть получается как? В основание столбик без накида, потом 2 столбика без накида в столбики с накидом, которые были в предыдущем ряду, и 4 столбик без накида опять в основание пышных столбиков. Заканчиваю ряд бесшовным соединением с помощью хвостика. Последний ряд будет отделочным из соединительных столбиков. Ввожу крючок за заднюю полупетлю и поперечную петлю, вытягиваю нить. Это та же поперечная петля, в которой хвостик. Вяжу воздушную петлю. Ввожу крючок в следующую петлю, в те же петли и вытягиваю нить. И сразу провязываю ее в петлю на крючке, так же как вязала донышко. Так край корзинки становится более плотным и аккуратным.
Заканчиваю ряд, отрезая ниточку и хвостик покороче. Выполняю соединение бесшовное. Осталось спрятать ниточки, и корзинка готова. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас понятным и интересным. Всем спасибо за внимание, а теперь любуемся результатом. Пока!